Я потом на монтаже эту музыку наложу. Метро, ребята, метро, бля! А мы сидим, ждем автобус. Он у нас через 38 минут. Viewer discretion is advised. 20 декабря 2025 года нам с девушкой пришла идея уехать из холодной и суровой Москвы куда-то в более теплое место. Нам не хотелось много тратиться на эту поездку, поэтому мы выбрали уехать в провинцию, в теплую провинцию. И выбор пал на Кавказ. 29 декабря мы отправились в путь. А тот забег, что вы только что видели, длился мучительные 27 часов из 20 запланированных. И когда теперь мы на месте, и со мной, как всегда, мой главный зритель, вот этот парниша в углу экрана, пока он все это время наблюдал за нашим неожиданным и бурным путешествием, у меня возникла идея показать и рассказать вам, каково это встречать Новый год на прекрасном и диком Кавказе. Здесь есть все. От прекрасных людей до наикрасивейших видов с абсолютно любого места, где бы ты ни был. Держу пари. Но были и минусы в нашей поездке, о которых я расскажу далее. Поэтому заваривайте чай, нарезайте себе бутербродов и погнали. Итак, первое, что бросилось в глаза еще в поездке, это то, что здесь не выпал снег. Мы еще ехали в автобусе 30 декабря, представляете, следующий день, это Новый год. А снега нигде нет. Просто-напросто он не выпал. Там на улице сейчас, к сожалению, не видно, но видно, что нету снега. Он вообще отсутствует, его не придумали здесь, на Кавказе. Ваши ощущения? Какого? Нету снега. Дайте мне снег. Хотя бы чуть-чуть. Но мы же уехали от снега специально, ты же в курсе? Тогда должен быть плюс 15. Так вышло, что наш первый адрес на Кавказе не гостиница, а Пятигорский рынок Лира. Автобус, опаздывавший на 7 часов, решил срезать путь и высадил нас прямо здесь. Вместо автовокзала сразу погружение в самый живой и огромный рынок, где есть абсолютно все. И это, наверное, лучший старт путешествия. Сразу оказаться в эпицентре местной жизни. Огромная территория, сотни палаток, говор на десятки языков. Хотя, что я рассказываю? Давайте я покажу все с места событий. Итак, опять же повторюсь, мы с вами находимся на самом большом рынке в Пятигорске, на рынке Лира. Здесь можно найти вот все. Все, что придумало человечество, все можно найти здесь. А еще при этом сторговаться на выгодную цену, конечно, если ты не торгуешься с армянином. Тогда там у тебя вряд ли что-то получится. Он еще с тебя сторгует. В принципе, все. Пока ждем карету моего отца. Пока она нас заберет. Встречайте нас в следующей серии. Пыхтеть над выбором сувениров и ловить последний автобус – это, конечно, эпично, но не в канун Нового года. Как только подъехал отец, мы решили, хватит на сегодня приключений, нужно переключиться. Впереди 31 декабря, а значит, пора готовиться создавать новую историю. Мы сложили вещи и легли спать до следующего дня. А 31 декабря мы уже вовсю готовились встречать Новый год. И давайте я покажу, как началась наша подготовка. Так, ну что, 31 декабря, сколько время? Сколько время примерно? Время 11:05. Мы уже встретились с командой. Олежа – это мой комрад, а также троекратный монтажер года, многократно награжденный Элли 2025, человек признанный, известный, авторитетный мэтр. Комрад очень рад. Сейчас идем затариваться на Новый год. Вот, с наступающим, кстати, будущий я. Мы поблагодарим Стасяна из прошлого за поздравления и идем дальше. Итак, пока мы шли за покупками, наснимали очень много всяких видов, пришли в Магнит.
охренели от количества людей на квадратный метр, охренели от того, что полки абсолютно пустые, но мы закупились и пошли домой, все так же наслаждаясь видами и готовясь к Новому году. Так, итак, значит, готовим яички. Неля, это моя прекрасная девушка. А еще ходячий мем. Ну и просто прекрасный человек. Вместе с Нелечкой и Олежей. У нас два яйца спиздили. Готовимся к Новому году и готовимся к апокалипсису. Апокалипсису наших печеней. Поэтому смотрим и наблюдаем, что же будет дальше. День превратился в гонку. Приготовить стол, встретить гостей, успеть всем к телевизору. И вот он, кульминационный момент. Обратный отсчет, бой курантов. И мы уже несемся на улицу с бокалами новогоднего настроения и бенгальскими огнями. Вокруг грохочет салют, а в голове еще звучит эхо от только что услышанного. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026 годом! Вот, 2026 год встречаем на Кавказе с отцом, с соседями. Он салюты кругом пахнут. Катя, даже не знаю, какой вам показать, ребята. Вон там салюты. Вон там, во-во-во, фигачат. Ну и ну. Холодрыга ужасная. Но мы стоим, смотрим. Вон у Нели новая шапочка. Шапочка. И мы встречаем новый 2026 год с Новым годом, друзья. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как же прошла новогодняя ночь. Давайте сейчас без ставок, и Стасян образца 1 января обо всем расскажет. Короче, вечер. 6 вечера, или 5:30, 1 января. Мы уехали спать в 7 утра. Вот. Это был пиздец, конечно. Пиздец только в плане того, что все произошло так быстро. Все произошло так стремительно. Да, так спонтанно. Давно мы и так не отмечали Новый год. Вот и все. Дальше, собравшись силами, собрав последнюю волю в кулак, после такой-то новогодней ночи, мы пошли гулять. Пошли смотреть пятигорские достопримечательности, по-новогоднему выглядящие, потому что выпал снег. В новогоднюю ночь просто выпал снег, и все присыпало снежком. И Кавказ больше не был для нас таким теплым, как был, сутки назад, получается. Итак, 1 января, 8 вечера, мы с Нелькой на Бродвее, Кировском. Неля, ваши ощущения? Здесь очень круто. Круто очень, очень круто, ей нравится. Вот смотри, трамвай едет. Бля. А это старый, да. Но почему-то он одновагончатый. Что-то непривычно как-то, опять же, одновагончатые трамваи. Ну ладно. Вот. Идем. О, смотри, мистер Слойкин. Самая моя любимая кафешка, бля. Здесь была. Думаешь, что такой пухлый был? Потому что Слойкин любил. Вот. Ну, короче, такие дела. То, что вы сейчас видите, не очередная снежная вершина. Это вершина местного хай-тека. Автомат по производству сладкой ваты. Мы с Нелей попались. Как в детстве. Остановились и смотрим, как железная рука творит сладкое волшебство за 300 рублей. Но, насмотревшись на такое чудо техники, мы с довольными лицами пошли дальше к нашей следующей цели. Не забудь зайти за мороженым.
как я и обещал. Сейчас будем пробовать. Анпакинг. Анпакинг? Анпакинг. Ага. Бля, только, конечно, зима и мороженое, да. Зараза к заразе не прилипает. Как тебе? Там внутри как раз таки сгущенка, ёлы-палы. Оно отличается, чем от нашего мороженого. Ну потому что здесь почти натуральное все. Почти. Я по факту не знаю, натуральное или нет, но я думаю, что да. Мне нравится. Просто. Рост какой? Она все еще докушивает мороженое. Ну что, до сгущенки хоть дошла, да? Да, С кайфом? да. Мы пришли к дедушкам. Дедушки, как ваши дела? Что-то плохо вам, дедули. Ну пошли к дедушкам, пойдем. А туда можно? Это фонтан Деды, он же гнома. Нет, серьезно, фонтан так и называется, Деды или гнома. Это местная классика уже с конца 19 века. В 1890 году на этом месте был фонтан «Великан», мощная струя которого била на 10 метров. Это было чудо инженерной мысли на то время. Пока в 1912 году, после засорения труб, его кардинально не реконструировал скульптор Людвиг Шоткий. Он превратил инженерное сооружение в сказочную композицию со сталактитами и гротами. Они пережили все. И гражданскую войну, и Великую Отечественную. Но почему именно гномы? В древнегерманской мифологии они хранители подземных богатств. Им стукнуло уже больше 110 лет, и они все еще здесь. И находятся на этой серьезной должности. Тут каждый год его реставрируют, потому что, смотри, вандалы творят какую дичь. Вот, что творят. Тут это обломанная то ли сосулька, то ли капля. По-моему, капля. Ох. А еще, кстати, они летом плюются из этих дырок. Вон, обрати внимание на этого дедушку конкретно. Вот, короче, дедушкам в гостях. Ой, блядь. В гости наведались. От каменных дедов нас, конечно, основательно подморозило. Было принято решение найти согревающее варево под названием кофе. И вот мы уже греем руки о чашке, а буквально через пару шагов натыкаемся на местную знаменитость. Нет, не актера. На бронзового кису Воробьянинова. Он здесь сидит на своем стульчике не просто так. Именно в Пятигорске снимали ту самую экранизацию «12 стульев». Подумали, раз уж встретили одного литературного героя, то пора идти к целой галерее, названной в честь другого. Итак, короче, где мы сейчас находимся? Лермонтовская галерея в Цветнике. Появилась она здесь в 1901 году. И это был настоящий архитектурный взрыв для Пятигорска. Вот представьте, весь город из камня, а тут воздушный дворец из металла и стекла. Задумали ее, чтобы дать курортникам культурную жизнь. Концерты, балы, место укрыться от дождя. И назвали, конечно, в честь Лермонтова. Она все повидала. Она пережила и революционные митинги, и войну, когда от бомбежек вылетали все стекла. Но железный каркас, которому уже больше 120 лет, стоит как новенький. Галерея – живой памятник, который до сих пор работает на ту же публику, для которой ее построили. Братан, хорош. Ты не работаешь. Да. И поэтому мы просто гуляем у Цветника. Ну вот и все, ребят. Это конец первой части нашего влога, нашей поездки на прекрасный Кавказ. Сначала я хотел делать большой, такой цельный и огроменный ролик, примерно там на час. Настолько мы и наснимали. Но просто увидев, как много по времени занимает монтаж, я понял, что лучше его разделить на несколько частей. Поэтому, правда, если вам понравился этот ролик, я попрошу поставить лайк и написать комментарий, стоит ли делать вторую часть, или оставить эту работу в дебюте, в пилотном выпуске, и продолжить заниматься тем контентом, который я делал до этого. Ну а с вами был Стасян, и я надеюсь, увидимся с вами в следующей серии. Пока.